Steel Rising вышел в 2022 году, и поначалу, как обычно, был шум, гам, потому что это новый Souls-like, а, как известно, из Souls-лайков выбор-то не сильно и велик. Помимо фромов, отлично себя показали такие игры, как Nioh и Nioh 2. Остальные же имеют довольно проходящую структуру, и Steel Rising стал одним из них. Но не спешите с выводами, здесь есть много чего интересного. Игра не похожа ни на Bloodborne, ни на что-либо еще. Это стимпанк, а не мир Лавкрафта. Это во-первых. А во-вторых, здесь весь сюжет лежит на поверхности, то есть описание предметов читать не нужно, и все довольно просто. Выполняй поставленные задания и придешь к цели. Спойлеров не будет для тех, кто еще не играл, однако сюжетная линия на любителя, хоть и концовка довольно впечатляющая. Мы играем за куклу, которая должна всех победить, и, к моему большому сожалению, все боссы, кроме лувровского селенита, были дико легкие. Я называю его зеркальным рыцарем, потому что он похож на него. В общем, этот босс появляется во второй локации, и он наваляет вам по жопке. Остальные же были убиты с первого раза, включая самого последнего босса, и для меня это лично, это никак. Отличная прокачка, и тут даже есть режим для самых маленьких. Правда, как его включать и где, неизвестно. Это значит, что вы можете сделать игру полегче, но вам эта штука точно не понадобится, так как даже если вы никогда не играли в Souls'ы, то Steel Rising для старта станет как первый класс в школе. Вы его не просто пройдете, а пролетите. Боссы тут очень легкие, но путь к ним это что-то с чем-то. С шорткатами и запутанными локациями у разработчиков проблем не возникло, и они сделали все как надо. В отличие от других проектов, здесь есть навигация. Вы вообще представляете себе, что такое навигация в Souls-like играх? Это же что-то невероятное. Но, кстати, это не означает, что вы все равно не запутаетесь. Если брать способности куклы, то здесь все довольно просто, и слава богу. Нет огромного количества характеристик, а есть только самые основные, такие как здоровье, стамина, сила и пару характеристик, которые я даже не трогала никогда. Они для урона от определенной стихии и помогут, если вы, например, пользуетесь оружием с доп-функцией по типу огня и прочего. Я же всех забила насмерть молотом, и никаких проблем у меня не возникло. Сюжетка для меня лично была обычная, однако сделана крайне добротно, то есть нормально. Не прям вау-фэшн, но и не что-то отвратительное. Все объяснили, все показали, кто в чем виноват, и все в таком духе. Сказать, мол, можно было лучше? Да нет. Боссов можно было сделать посильнее. Дело же в боссах. Понимаете, например, здесь был обалденский конник, при виде которого я же взбудоражилась. Но на деле у него было всего 2-3 атаки, и то они были дико медленные, как и у всех других боссов, и в итоге он тоже умер с первого раза. В этом была обида, а особенно с последним главным боссом. Я, конечно, Малению не ждала, но хотя бы что-то типа Магрида или хотя бы Гвина, но нет. Здесь же все враги довольно посредственные, хоть визуалы потрясающие. Я не фанат стимпанка, но даже я оценила такую красоту. Зергом вас будут топтать постоянно везде, на каждом углу, и здесь мой глубочайший низкий поклон. Локаций много, мобов дохерища, постоянно куда-то залезть, кого-то найти, с кем-то поговорить, и очень много текста с какими-то подробностями, которые не прям уж и интересны, на мой взгляд. Философии, конечно же, никакой, и Steel Rising, он именно для легкого времяпрепровождения. Никаких нелогических несостыковок здесь нет, и сделан он прекрасно, и выглядит тоже отлично. Но боссы, как так можно? Боже ты мой. Возможно, он был рассчитан на новичков, или студия боялась, что игру никто не пройдет. Однако для меня это не уровень точно. Но если все боссы, кроме одного, были убиты с первого раза, то о каком уровне тут вообще можно говорить? Никакие расходники не трогались до последнего не потому, что я копила, а потому, что они и не нужны. Пару раз закинула гранаты, и все. Огромное количество мини-хилок в пределах 80 штук было получено за всю игру, и я все думала, когда же? Когда же выйдет вот тот самый босс и наваляет мне по жопке? Но этого не случилось, и мне снова захотелось вернуться в Элден и убить хоть кого-нибудь, кто создаст хоть какой-то челлендж. Причем я бы не сказала, что я гуру-мастер в играх фромов, но даже для меня Steel Rising это визуально прекрасный проект с продуманным сюжетом и завершенной историей, с хорошей прокачкой и оружием, но. И вот это «но» никогда меня не вернет сюда, потому что в этом нет никакого смысла. Еще одна из главных проблем мной замеченных, и у меня нет ответа на этот вопрос, почему так происходит, это дико медленный персонаж и враги. Перед нанесением удара есть окно,
и довольно большое. Когда мы наносим удар, то это все происходит дико медленно, и так сделали не только они. Я прекрасно помню тот же Mortal Shell, который прославился своей медлительностью, однако если вы хотите ультра-мега скорость, добро пожаловать в Нио. Нио, конечно, рекордсмен по скорости, но сейчас не о нем. Именно из-за этой медлительности тебе намного проще кого-либо победить, потому что ты видишь все движения, и у тебя есть огромное окно, в котором можно и поесть, и поспать, и потанцевать. И, конечно же, его нельзя категорически делать в соусах от слова совсем. Да, может и не нужно быть флешем, как в Нио, но хотя бы на уровне первого Дарка или третьего. Если студия сделает второй проект, я с огромным удовольствием поиграю. Однако, скорее всего, будет так же легко, как и сейчас, если они не будут ничего менять. Сама суть челленджа и этой победы над боссами, она ни с чем не сравнима. И когда тебя лишают такой важной составляющей, за которой ты играешь, то все остальное меркнет. Визуал — это прекрасно, но он не так нужен именно в такого рода играх, и можно сколько угодно придумывать одежду, оружие, анимацию, но это не имеет абсолютно никакого значения перед боссами, потому что все это оружие и одежду, и способности прокачиваются всегда либо ради ПВП, если оно есть, либо ради боссов, потому что именно они интересуют нас. Я не принижаю работу остальных сотрудников, но челленджа мне никто не дал. Это обидно. Единственное, что хотелось бы подтянуть, это боссы, правда? Вот все понравилось. И время, и музыка в главном меню. И цветокор, и мобы красивые, интересные, двигаются супер. Но вот боссы, ну как так? Ну почему? Можно же было выкатить патч и сделать их всех в 4 раза сложнее. Почему нет? Тема роботов, конечно, тоже на любителя, но мы видели демку Lies of P, и там тоже куклы. Но там такие куклы, которые выкинули меня в мир иной несколько раз. Так что дело не в куклах, а в их реализации, хоть и там в стимпанк. На самом деле, я все равно рада, что больше игр стали появляться в таком поджанре, как Souls-like, потому что официально такого жанра нет. Первопроходцем-новичком, помню, был Mortal Shell. И да, он тоже был легкий, потому что я его прошла за 7 часов. И как раз-таки на этих ошибках и недоработках когда-нибудь кто-нибудь встанет в один ряд с играми From Software. Иначе, если никто ничего не будет выпускать, то и разнообразия у нас не будет. Пока что, конечно, Nioh — это отличная альтернатива, но Steel Rising тоже мог бы ей стать, будь он сложнее, гораздо сложнее, чем представлен. Обидно? Ну да, но не так сильно, потому что впереди еще Code Vein, Nioh 2 и Wo Long.